Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Какая же у вас есть тайная поклонница? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и смотрим, в каких энергиях вы сейчас находитесь. Так. Ох, как вам хочется любви. Вот знаете, я бы сказала, что вы сейчас находитесь в состоянии вот каких-то любовных переживаний, да? У кого-то это может проигрываться, что вы либо же за бывшей женщиной своей переживаете, тоскуете, вспоминаете, страдаете, да, вот не можете вырвать ее из сердца. Она как, знаете, как наваждение какое-то, вот не можете забыть. У некоторых может проигрываться, что вы в предвкушении новой любви, да, вот вам хочется любви, вам необходимо вот это состояние влюбленности, да, может быть даже, знаете, вот какие-то такие эмоции захлестывают, вот именно по отношению к женщинам, но вы как будто оживаете, да, вот оживаете именно для отношений. У вас уже прошел какой-то вот негативный период, вы уже отстрадали свое, и сейчас вот вам хочется нового, да, вот вы стараетесь что-то делать, кто-то, может быть, начал знакомиться, кто-то в интернете даже, может, переписывается, могут быть у вас переписки, да. То есть вы уже начали общение, вам хочется испытать вот эту бурю страстей, вот в предвкушении вы новых каких-то чувств, эмоций, вот просто зашкаливает, да. Другое дело, что, может быть, не у всех получается на данный момент, да, познакомиться, но, по крайней мере, очень-очень хочется. Вы очень компанейский человек, очень такой веселый, коммуникабельный. Может проигрываться, что у вас есть, ну, друзья близкие, но я не могу сказать, что их много. Ну, парочка может быть, там, двое, трое, там, такие, что именно очень близкие друзья, с которыми вы можете поделиться чем-то таким сокровенным, наболевшим. Так, очень вы семейный, да, очень для вас вот эмоции очень важны. И скорее, знаете, вот мне идет такое, что вот вы какой-то период не были в отношениях, потому что вам просто не хотелось. Вот пока вы страдали, да, вот вы себя ограничивали. Вы ограничивали, пока вы отстрадали. Сейчас же вам уже захотелось новых страстей, да, вы семейно ориентированный человек, вам не нужны какие-то легкие отношения, там девочки одноразовые и так далее. То есть вы даже, я бы сказала, что вы еще, может быть, даже переживаете из-за того, что там не получается познакомиться, да? Одно дело хотеть, но другое дело уметь познакомиться, потому что далеко не каждый мужчина умеет знакомиться, да? Кто-то стеснительный, робкий, да, вот неудобно, кому-то страшно подойти даже к женщине. Ну, будем честными, есть такой момент, да? И женщинам точно так довольно нелегко знакомиться с мужчинами. Конечно же, все люди разные, кому-то легче, кому-то тяжелее, но не так просто это. Даже вот я как-то говорила в одном из своих видео, попробуйте вот идти по улице и просто смотреть в упор в глаза противоположному полу, вот женщинам, да? Далеко не каждый сможет смотреть прямо в глаза, вот так пристально, не отрывая взгляда. Этому надо учиться. Поэтому может также проигрываться, что вы сейчас даже в некотором таком переживании, в расстроенных чувствах из-за того, что вот, ну, пока личная жизнь не ладится, да, вот хочется уже как бы новых отношений, но пока что еще не получается. Итак, что же за дама пришла к нам сегодня на расклад? Какая же у вас есть тайная поклонница? Женщина, знаете, такая, она тоже вот, она в чем-то похожа. Вот именно она очень чувственная, очень эмоциональная такая. Она живет вот сердцем и душой. Есть люди, которые, знаете, хладнокровные такие, расчетливые. Она же нет. Она очень ранимая, очень такой вот светлый, добрый человек.
Она, знаете, даже в чем-то вот, ну, маленькую девочку мне напоминает, даже, может, периодами она любит подурачиться. Ну, в общем, такой человек, который, знаете, ну, среди таких людей я не думаю, что бывают предатели, потому что она, ну, настолько вот какой-то чистый, открытый, именно вот открытый, душевный человек. Она очень такая, знаете, она тоже, кстати, семейно ориентированная. Вот в этом плане у нее серьезный подход к мужчинам. Другое дело, что она пережила тоже, у нее какие-то кардинальные вот перемены были по жизни, но ее, вот как и вас, да, вот вас, возможно, друзья вот поддержали, ну, близкий круг общения ваш. У нее тоже вот есть, ну, парочка подруг точно у нее есть. Может быть, сестра еще близкая, с которой она в хороших отношениях. Ну, то есть люди, которые тоже не дали ей упасть. Когда у нее было все плохо и печально, они ее как бы вот держали на плаву, они ее поддержали очень здорово. И сейчас вот она стремится вот навстречу любви, ей хочется любви, да. Она с вами знакома, да? Вот я буду держать интригу небольшую такую. А вы думаете, кто это? Вот я вам ее сейчас буду потихонечку описывать, да? А вы думаете, свое окружение, кто это? Вы с ней пересекались, да, вы знаете ее. Она скорее будет проигрываться брюнеткой, моложе вас, я думаю. Ну так, может быть, лет 30 плюс-минус. Характер я уже описала, она очень мягкая, она очень такая душевная в общении. Вот именно в общении с таким человеком чувствуется вот именно теплота какая-то, вот даже в голосе забота какая-то. Это далеко не всегда бывает, далеко не с каждой женщиной. Но с ней настолько вот именно тепло общаться, с такими людьми не хочется даже расставаться. Она, она с вами знакома, причем, знаете, вот возможно даже вы вот при знакомстве вы ее отметили, вот что она симпатичная, что она такая интересная, да. У некоторых из вас, может быть, даже проскочила мысль, что вот какая девочка, вот бы такую. Такое тоже может проигрываться. Очень такая, знаете, это будет история у вас, а у вас история будет с ней. Потому что вот она, несмотря на свою застенчивость, вот она сделает шаг к вам. Но это будет не такой вот напрямую шаг. Это будет то ли, знаете, вот при вашей какой-то очередной встрече, то ли улыбка. Может быть, она заговорит с вами, но это будет что-то такое легкое, невзначай, да, вот когда вроде бы из-за чепухи начинаешь общаться, либо переписываться, а потом слово за слово и начинаешь общаться с человеком, и ты не можешь просто оторваться. То есть она как-то вот сначала сделает, она сделает шаг в вашу сторону. Причем она очень хорошо продумает это все, потому что она, как я уже сказала, она, в общем-то, дама робкая, такая стеснительная. Ну, уж слишком сильно вы ей понравились. Причем, давайте-ка сейчас уточним, чем вы ей понравились. Кстати, эта дама судьбоносная. У нас колесо фортуны выпало. Супер. Вот вы ей понравились именно своей силой. Вот мужской такой силой понравились, да? Вот она в вас видит надежность. Это чувствует любая женщина. Я также рассказывала как-то. Она видит ваш характер в общении, да? Она видит, какой вы живчик. Она видит вот этот мужской стержень, сила ваша, которая есть. Потому что, как я говорила, уже многие, вернее, женщины, да, многие, они очень сильно чувствуют мужскую силу. Даже это может зависеть от голоса мужчины. Вот чувствуется, насколько мужчина сильный, вот энергетически просто. И это очень привлекает. Это происходит на инстинктивном уровне, когда вот ты общаешься, даже это новый мужчина.
И ты понимаешь, что вот этот мужчина как раз для здорового потомства предназначен, да, вот с этим мужчиной можно строить семью. Это происходит настолько вот на инстинктивном уровне, да, что даже это описать просто невозможно. Это просто чувствуешь и все. Это каждая женщина чувствует. Точно так, как чувствует и мужчина. Дама, которая, знаете, вот такие женщины, они рождены именно вот для семьи. Вот такие чистые, надежные, немножко романтичные, в меру стеснительные, да, вот. Пусть она не будет наглой, да, потому что, ну, наглая, ну, это как бы уже не очень хорошо для отношений. А вот эта дама, вот вы ей понравились, и она все-таки решится. Она сначала обдумает, как, потому что вот эта ее стеснительность не даст ей покоя. И она решит очень осторожно, да, каким путем, вот что сделать, да, то ли улыбнуться, то ли подмигнуть вам, то ли смайлик отправить. Вот она будет взвешивать все за и против, все вот варианты. Давайте-ка посмотрим, что же будет все-таки между вами. Да, вот она будет очень и очень взвешивать. Так, у нас потрясающая карта Солнца выпала, да? То есть ваши отношения, знаете, они перейдут в очень гармоничную стадию, да? Вот эти вот ваши приятельские, дружеские отношения, может быть, которые есть с этой женщиной, либо же это просто знакомые, у кого-то это коллеги могут быть. Они постепенно перейдут в очень гармоничные, в очень светлые, теплые отношения. Причем, знаете, эти отношения будут приносить вам столько радости, что вот вы не захотите даже расставаться ни на минуту. Вот как бывает в 20 лет, да, казалось бы, розовые очки, любовь, морковь. Но вот здесь вам не захочется даже на минуту расставаться. И чем больше вы будете общаться, тем больше вы будете влюбляться. Вот влюбляться именно как мальчишка по-настоящему. Пусть это вас не пугает, да, и не забывайте, что любви все возрасты покорны. Влюбиться можно в любом возрасте. А тем более, если это ваша вот судьбоносная женщина, она реально выпала судьбоносной, то, я думаю, такую женщину нельзя пропустить. Судьба много шансов ведь не дает, к сожалению, да, бывает у кого-то это один шанс в жизни на счастье, у кого-то там парочку, может быть, за жизнь, кто-то вообще ни разу не любил за всю жизнь. У каждого это будет своя история. Но с этой женщиной настолько, вы знаете, настолько теплая, насколько она солнечная, такая добродушная, да, что можно просто вам обзавидоваться, да, если вот вы встретите такую женщину. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!